Всем диванным политикам не старше 16 лет привет, остальным здравствуйте. Так, стоп. Мне кажется, администратору Земли стоит отправиться в отпуск вместе с Геббельсом. Вот так-то лучше. Сегодня мы будем разбирать странные язмолпи с политической точки зрения и размещать их на координатах. Сразу скажу включить субтитры, так как в видео будут встречаться вынужденные дефекты речи, а также я приболел. Большое спасибо донателям за поддержку и отдельная благодарность подписчику Просто ГМ за помощь в нахождении нужной информации. В описании есть ссылки на мой Discord-сервер, канал в телеге и Donation Alerts. Если что, на сериал опоры будет не так много, потому что, честно сказать, комиксы, как по мне, более серьезные и в них больше информации. Благо, прочитал я их почти все. Также хочу поблагодарить участника Discord-сервера H, который дал пищу для размышлений, и теперь план не аналогичен прошлым видео. Один пункт был дополнен, и еще добавлен один полностью новый, теперь их всего 7. Во-первых, мы разберем общее поверхностное состояние государства, и теперь будем говорить, унитарное оно или федеративное. Если федеративное, то разберемся, насколько широкие автономии имеют регионы в государстве. Во-вторых, социальные лестницы. В-третьих, собственность, сюда относятся жилье, предприятия и так далее. В-четвертых, оценим уровень свобод, и помимо банальной свободы слова будет, например, рассмотрена трудовая повинность и прочее. В-пятых, политику в отношении национализма и патриотизма. В-шестых, теперь мы будем разбирать ценности страны по типу материализма или спиритуализма. И, наконец, в-седьмых, будем подводить итоги. Теперь можем начинать. Итак, начинать мы будем с самого интересного — Эквестрии. Сразу понятно, что это монархия, но монархия процветающая. Тем более, народ когда-то выбрал своих правителей, и, что, как по мне важно, право власти не передается по крови. Так, а на чем, собственно, власть? Эквестрия — федеративное государство, и, забегая вперед, просто фантастически федеративное. Даже власть здесь принадлежит де юре местным правителям, то есть мэрам, или как их там будут называть в зависимости от региона, а не монархам. Да-да, правителей могут и будут называть по-разному, так как автономии настолько широки, что регионы могут иметь совершенно разные, иногда противоположные друг другу экономические системы. Так, в 101 серии 5 сезона нам показывают спор двух пони про экономику их регионов, один из которых напоминает стереотипного буржуя, а вторая обращается к нему на «товарищ» и одета в шапку-ушанку. Вот у меня документ. Я не могу отменять свою лекцию. Имей, пожалуйста, это в виду. Привет, я могу вам помочь? Мы с этим товарищем, известным пони из Манхэттена, немного поспорили, и нам нужно, чтобы принцесса Искорка нас рассудила. Вы не могли бы говорить потише? И лучше приходите попозже. Ну, конечно, но это невозможно. Мы оба через 5 минут выступаем с речами об экономике наших городов. И у нас лекция назначена в одном зале. Я первый его занял. Скажем честно, моя речь важнее. Интересное заявление, но уверена, все в итоге поймут, что моя лекция намного важнее, и это не обсуждается. Кстати говоря, эта серия заслуживает внимания еще и потому, что тут показан Эквестрийский форум. Ну, то есть абсолютно закономерно, что с настолько независимыми регионами в рамках одной страны нужно устраивать общие встречи. В одном из городов даже есть 2 мэра. Еще в серии «Честная сделка» была показана зона, по сути, образцового либертарианства. Причем настолько образцового, что по итогу там даже обменивают, по сути, раба в лице Флаттершай. И помните, я сказал, что Эквестрия самая интересная? Несмотря на все вышесказанное, эта страна сочетает в себе образцовую свободу и абсолютную власть. Да, Эквестрия — невероятно федеративное государство с абсолютной монархией. Монархи могут единолично осуждать или, наоборот, помиловать. Есть Королевская гвардия, но правоохранительные органы везде свои, если они вообще есть. Например, в Понивилле в одном комиксе жители абсолютно беспрепятственно развязали, по сути, гражданскую войну. И стороны даже хотели отделиться, чтобы стать отдельными городами.
И, конечно, чтобы еще больше осознать вмешательство монархов в регионы, нужно упомянуть, что есть настолько отсталые во всех планах места, что они даже не знают о своей принадлежности к Эквестрии. Как-то подтягивать их не хотят, да и не должны, собственно. К слову, из-за такой децентрализации сильно страдает логистика, из-за чего все пути, кроме популярных, представляют из себя обыкновенные тропинки, если вообще что-то представляют. Собирая все воедино, максимально добавляем режиму либертарности. Авторитарность от абсолютной монархии полностью ликвидируется тотальной федеративностью и просвещенностью этой самой монархии. Ну, с общим состоянием вроде разобрались. Теперь социальные лестницы. Исходя из прошлого пункта, можно подумать, будто все вообще неоднозначно и говорить тут не о чем, но это совсем не так. Высшее образование доступно абсолютно всем, как на бюджетной, так и на платных основах. Но ребятам из богатых регионов попасть на обучение гораздо и гораздо проще, за это добавляем правости. Стоит отметить, что есть школа для одаренных пони, куда можно попасть только своим трудом. Также есть государственное здравоохранение, которое является повсеместным и централизованным. В случае эпидемии полевые госпитали высылаются напрямую из Контерлота. За все это добавляем левости к режиму. Остальное зависит от региона. Теперь разбираем собственность. Казалось бы, тоже нечего разбирать, но это снова не так. Да, как и было упомянуто ранее, регионы могут иметь разные экономические системы, от рыночных до плановых, но что там до национальной власти? Помимо государственной медицины, хочу отметить, что в некоторых отраслях присутствуют стандарты производства, причем сами отрасли, что в этом контексте странно, принадлежат частным лицам. Это чем-то отдаленно напоминает синдикализм, но, конечно, очень отдаленно. И хочу уточнить, что это стандарты качества, а не какие-то планы или заказы. То есть мы имеем дело с, по сути, ГОСТом, как в СССР. Добавляем левости. В завершении добавлю, что некоторые частные производства настолько сильны, что могут позволить себе попытаться давить на принцесс. За это, я думаю, справедливо добавить правости. Про свободу, думаю, особо нечего говорить. Да, можно упомянуть полностью свободные СМИ, но что в теории может помешать отдельным регионам регулировать их? Единственное, что я отмечу, также одинаково относится и к прошлому пункту, а именно отсутствие интеллектуальной собственности. За это, конечно, добавляем левости. Теперь политика в отношении национализма и патриотизма. Многие из вас, полагаю, сразу подумали про ксенофобию, но это неверно. Да, где-то присутствует открытая неприязнь к Японии, но это только где-то. Настолько автономные регионы вправе ненавидеть кого угодно и где угодно, понимаете? Каких-то общеэквестрийских законов, которые бы поддерживали дискриминацию, я не увидел. Да, нам показали ту же боязнь зебр в Понивилле, но это Понивиль, так еще и консерватизм шел исключительно со стороны населения. Та же Твайлайт изначально относилась терпимо. Также не увидел дискриминации по отношению к другим видам пони, но, конечно, в каком-нибудь Понивилле могут давить на эдакую расовую гордость. Так делал богатый популист из комикса про выборы, когда хотел завоевать доверие пегасов. Теперь разбираем ценности Эквестрии. Для этого пункта, наверное, возьмем ценности Стеллариса. Просто потому, что они оптимальные и имеют готовые и понятные иконки. Сразу скажу, что это фанатичный эгалитаризм, фанатичный спиритуализм и пацифизм. А теперь поясню. Все общество держится на принципах демократии и познания себя. Кьюти-марки, что получают пони, показывают их жизненный талант. Общество, так или иначе, направляет молодых пони на пути их становления, на пути поиска их призвания. Даже сама история появления Эквестрии напрямую связана с этим. Некогда 3 враждующих племени столкнулись с бедами из-за своих разногласий, и только лишившись предводителей, их подданные наконец смогли осознать ценность сотрудничества и силой дружбы в буквальном и переносном смыслах растопить лед между народами. Теперь подведем итоги по этой стране. Эквестрия крайне необычное по своему устройству государства. Оно настолько утопично, насколько это вообще возможно, но не мудрено. Деля координаты по вертикали с анархизмом и коммунизмом и по диагонали социал-демократии, мы получаем воистину уникальный строй. И говоря про Эквестрию, по отношению к ней будет удивительно верным выражение «царство свободы». А вообще я хочу немного обсудить лор. Дело в том, что до 3-го сезона кьюти-марки обозначали именно что талант, призвание, а не какую-то узкую специальность. Было показано, что пони с разными метками могут вместе делать универсальную работу. Да что уж там с разными метками, принадлежа к разным видам, ёлы-палы. Потом это зачем-то убрали и сделали так, что метка — это узкая специальность, и отныне пони, которые выполняют работу вне ее, делают это максимально бездарно. В целом, мораль сериала куда-то начала укатываться вообще не туда.
Конечно, я не вижу в этом какого-то еврейского заговора или типа того, просто со временем души вкладывалось все меньше и меньше, зато вкладывалось больше денег. По этой причине комментировали последние сезоны, какое-то там новое поколение с другими животными, мне совсем не хочется. Вы просто в очередной раз лицезрели, как интересная и даже классная идея скатилась в конвейер. А теперь разберем, может и не такое интересное, но мое любимое королевство чейнджлингов. Конечно, мне было бы приятнее называть их смешным словом перевертыши, но в фандоме, как мне сказали, принято называть их оригинальным английским словом. Жалко, конечно, что вам американские бургеры дороже родины, но я не против. Разбирая общее состояние, как бы очевидно, что это рой, но рой необычный. Что вы понимаете под роем? Может, кучу безмозглых и безликих трутней, которые подчиняются королю или королеве? А может, поглощающую массу, которая стремится к постоянному расширению путем уничтожения других форм жизни? Чейнджлинги — это нечто уникальное, так как они похожи на все поглощающий рой и партигонтов. Возможно, для некоторых это может прозвучать странно, но в комиксах они раскрываются не как безмозглая масса, которая тупо выполняет приказы Кризалис, а как вполне себе самостоятельно мыслящие индивиды, которые не только высказывают свое «я», но даже могут открыто уведомить о том, что не согласны со своим лидером. Но, несмотря на это, они находят причину действовать сообща во имя блага всего роя. Собственно, я полагаю, что это вызвано их природой. Такова сущность роя — питаться чужой любовью и становиться сильнее. В одиночку это очень неэффективно. Кризалис же могущественно способна дать отпор и действительно желает для своего народа лучшего. В целом, из лора комиксов Кризалис и Чейнджлинги неразделимы, так как появились на свет изначально вместе. И от этого мне непонятен момент в сериале, когда Кризалис заставили сжать опилки, и на ее место встал некий другой Чейнджлинг, весь такой гламурный, и все оборотни вдруг стали такими же, как он. К слову о типе роя, мы немного отошли от конкретно этой темы. С пожирающим роем чейнджлингов объединяет лишь цель существования, рост за счет паразитизма, но они не поглощают в буквальном смысле, а ассимилируют, подробнее об этом позже. Также, как я и упомянул, они мыслят самостоятельно. Сама Кризалис напрямую сказала Твайлайт, что просто уберет из ее личности лишнее добро и любовь, чтобы остались ее прочие черты личности и навыки. Чейнджлинги, как вартигонты, объединены типа в коллективную сеть. Это позволяет любому чейнджлингу из любой точки света сообщить информацию буквально из головы в голову, или головы. Но почему-то кроме самой королевы. Возможно, это недосказанность. Информация информацией, но приказ отдавать может только сама Кризалис и ее безымянные офицеры. По ее приказу, собственно. Да, приказ раздать приказы. Ну, короче, очевидно, что Империя Кризалис максимально унитарная по понятным причинам государства, в противоположность Эквестрии. Социальные лестницы тут быть должны, но об этом ничего не известно. Опять же, в комиксах есть офицеры, но чем они заслужили такое звание и заслужили ли вообще? Собственность тут исключительно общественная, по поводу личной сказать не могу. Стоит ли говорить, что в таких условиях не может быть и намека на частную? И да, личная и частная собственность не имеют ничего общего, хватит уже возмущаться в комментариях. Личная собственность — это та, которая используется напрямую человеком по ее предназначению. То есть зубная щетка — это ваша личная собственность. Если вы построите себе дом в лесу на свободной территории и будете непосредственно жить в нем, это тоже личная собственность. А вот если у вас два дома, и второй вам не нужен, а потому вы решаете сдавать его другим за деньги, это уже частная собственность, так как с помощью нее вы извлекаете прибыль. И, кстати, вся собственность в Империи не просто общественная. В силу ассимиляционной способности роя она может гибко изменяться, исходя из потребностей страны. Это можно назвать мега странным аналогом плановой экономики. То есть, что мы имеем? Я специально не стал говорить, что чего прибавлять к координатам, так сказать, сохраняя интригу. Все-таки мы хоть и имеем дело с, казалось бы, обычным роем, но даже рой здесь умудрились сделать очень, как по мне, интересным. С точки зрения экономики и распределения благ, а также свобод, чейнджлинги ультралевые ультраавторитаристы, но, смотря на ультраправую расовую политику, возникает, конечно, вопрос. А что это вообще такое? Истинный национал-социализм, каким его представляли братья Штрассеры до того, как репрессировал Гитлер за обвинение в служении капиталу и военщине.
Но штрассеры были против такой расовой политики, да и их экономика намекала на синдикализм и мелкое предпринимательство, а здесь все это полностью отсутствует. В общем, могу сказать вот что. Режим чейнджлингов можно охарактеризовать как режим чейнджлингов. Он сочетает в себе много левых и одну ультраправую черту, но перевес на стороне первых. Теперь к ценностям. Рой чейнджлингов базируется на идеях фанатичного милитаризма, фанатичной ксенофобии и фанатичного материализма. Целых две ценности, полностью противоречащих Эквестрии. Ксенофобия не в счет, так как у королевства не замечено ксенофилии. Про милитаризм и ксенофобию пояснять не стоит, но поясню за материализм. Любовь и счастье презираются, роль питается ими для получения сил. По мнению Кризалис, это все лишние чувства, которые просто мешают достижению общей цели во имя роста империи. Подводя итоги по чейнджлингам, повторюсь, что для меня их страна самая любимая. Не потому, что я согласен с их строем, абсолютно нет. Просто очень люблю их эстетику. Этот мрачный внешний вид, ассимиляция территории, милитаризм и прочее. Их строй очень интересен и самобытен, учитывая, что они представляют из себя рой. Тема оказалась бы абсолютно избитая, но, тем не менее, было создано нечто оригинальное. Конечно, в сериале раскрыты они, мягко говоря, не очень, но в комиксах это совсем другой разговор. Узнать бы, конечно, побольше про офицеров, но, учитывая, какая на данный момент МЛП сгнившая помойка, чей труп, тем не менее, будет еще неоднократно использован для своего бабла, об этом в рамках канона можно и не мечтать. Причем фанаты просили показывать чейнджлингов в сериале, когда они перестали там появляться. Фанатам дали вот это говнище. Ну, что это такое, а? Ладно, с этим порешали. Давайте теперь режим Сомбры в Кристальной Империи. Если что, я объединю черты режимов до первого и до второго изгнания. Да здравствует король. Кристальная Империя — место максимально мрачное и жуткое. Не только из-за невероятно жестокого гнета, но и из-за основной правящей силы Империи. Полни теней, они же Умбрум. Их отвратительная жестокость поразила даже Кризалис, а это, согласитесь, показатель. О малейшей федеративности не может идти и речи. Социальные лестницы отсутствуют, удел любого пони — рабство, как трудовое, так и военное. Никакой власти, кроме власти короля и его чудовищ. Собственности просто нет. Какие там дома, какие производства, зачем все это теням? Средства производства, жилье и вообще все, что было создано на пони, будет беспощадно уничтожено во имя бессмысленной жестокости и ненависти ко всему живому. В этом контексте даже просто упоминать права и свободы смехотворно. Политика в отношении национализма и патриотизма упомянута ранее, она гораздо более беспощадна, чем в королевстве чейнджлингов. Если рой ассимилирует и делает это из необходимости, хоть и сопровождая яростным презрением, то тени тупо уничтожают и делают это по приколу, потому что им нравится отчаяние, нравится разрушать мечты и надежды. Теперь к ценностям. Ну, с Кристальной Империей базируется на идеалах фанатичного милитаризма и фанатичной ксенофобии. И, подводя итоги, я хочу сказать, что режим, который является целью теней, невозможно поместить на политические координаты. Понимаете, в этом вопросе ключевую роль играет экономика, то бишь собственность, а тут собственность просто уничтожают. Это можно сравнить с правлением Пол Пота. Есть люди, и довольно много, которые считают, что он якобы был коммунистом. Вот только его режим, как и режим теней, находится вне координат. Уже догадались почему? Пол Пот не отдавал средства производства рабочим и не добивался стирания граней между деревней и городом путем модернизации первой, как сделали бы коммунисты. Вместо этого он уничтожал средства производства, уничтожал города, уравнивая не деревню с городом, а город с деревней. Это не прогресс, а деградация. Какая может быть речь о социализме, когда для него просто необходим рабочий класс, а Пол Пот добивался возврата к феодализму, возврата полноценного крестьянства? Зато на координаты можно поместить режим Кристальной Империи до первого изгнания. Там те же ценности, но ничего интересного. Просто максимально правый и максимально авторитарный режим. Беспощадная диктатура, нацеленная на тотальную эксплуатацию населения через рабство и экспансию всего мира. Упомяну некоторые третьестепенные режимы, которые мелькали в комиксах, а точнее режим Доброго Сомбры и, соответственно, режим Злой Селестии Луны. По идее, Эквестрия при Сомбре должна быть аналогичной Эквестрии при Селестии Луне, но вот режим Злой Селестии Луны довольно интересен. Получается, что противоположность привычной нам Эквестрии — это нуарная антиутопия, где процветает преступность. Ну, собственно, звучит правдеподобно, я в это верю. Но на этом, в общем, все.
Скажу честно, когда сначала победила MLP, я испугался. Когда шла легендарная битва сталкеров и брони, я держал кулачки за сталкеров. Но я не мог и предположить, что разбирать эту тему будет настолько интересно. Серьезно. Сериал мне понравился, не особо. Конечно, в первых сезонах хороший посыл и все такое, но со временем он начал тупо гнить. И вне зависимости от сезона я испытывал перманентный кринж. Но, конечно, это не значит, что для меня не было хороших или смешных моментов. Комиксы мне прям очень понравились, серьезно. Я считаю, это совсем другой уровень. С них не ловишь кринж из-за детскости и даже полноценно кайфуешь от качества рисовки, сюжетов и персонажей. В них очень много интересного, смешного и, когда нужно, грустного. Сомбра — один из лучших злодеев вообще, попробуйте меня переубедить. В целом, комикс «Осадок Кристальной Империи» выглядит очень автономным, в том плане, что это совсем другой уровень по сравнению с сериалом. Еще мега хорош комикс «Отражение», но, конечно, там есть супер душная романтическая линия. Хотя, конечно, для меня абсолютно любая романтическая линия душная и раздражающая. Это как я презираю романтику, уж извините. И, конечно, отмечу «Возвращение королевы Кризалис», право, мой любимый герой. Но это не значит, что остальные комиксы мне не понравились, или типа того. Вовсе нет, они все более чем читаемы. Я просто отметил своих фаворитов. Большое спасибо за просмотр. Отныне этот разбор получает титул лучшего на канале. И на разбор Half-Life падает тень. К сожалению или к счастью. Следующее видео, вероятно, будет о моде на Хойку про Паней или Fallout New Vegas. Но, исходя из прошлого опыта голосований, итоги могут получиться совсем другими. В общем, будьте здоровы, товарищи. Упомяну некоторые... Чё? Упомяну некоторые... Упомяну некоторые... Это что такое? Ну это уже не смешно.